Приветствую вас на канале «Морская жизнь». Сегодня хотел бы поговорить о том, что такое пожарный треугольник, что делать для того, чтобы предотвратить пожары, и также рассмотрим классы пожаров. Для начала давайте рассмотрим с вами природу или происхождение пожара. Пожар – это химическая реакция, известна также как горение, которое происходит, когда топливо и кислород соединяются вместе с достаточным количеством тепла, чтобы вызвать воспламенение. Итак, чтобы был пожар, то есть сам по себе он не происходит, и существует такое понятие, как пожарный треугольник. То есть три вещи необходимые, чтобы пожар либо начался, либо он продолжался. Первое – это топливо, fuel, то есть любое горючее вещество. Оно может быть твердым, жидким или газообразным. Газообразным, например, которое при нагревании выделяет легко воспламеняющиеся пары. Второе – это кислород. Обычно он присутствует в воздухе в достаточном количестве для поддержания огня. И тепло, heat. Для воспламенения должна быть достигнута критическая температура. Но как только пожар начался, он обычно поддерживает свое собственное теплоснабжение. Также внутри треугольника вы можете видеть chemical chain reaction, это цепная химическая реакция. Если она тоже прерывается, тогда пожара нет. И теперь давайте поговорим о типах пожара. Но прежде чем перейдем к типам, хотел бы сказать значение слова fire, и это значение также является нашими шагами, что необходимо нам предпринимать, когда есть пожар. Первое – это F, буквочка find, то есть мы обнаруживаем пожар, находим его, да. Вторая И, inform, информируем соответствующих людей на судне. К примеру, если мы рядовой, информируем наше начальство, в общем, всех вокруг, кого мы видим, информируем. Например, на палубе мы можем по рации позвать мостик, доложить, что такой-то обнаружен пожар в таком-то отсеке, в таком-то месте судна, например. Если машинное отделение, говорите вахтенному механику или старшему механику. Следующая буквочка R, restrict. По возможности мы ограничиваем распространение пожара. Например, вы видите пожар и рядом находится банка с краской. Естественно, ее нужно вынести, если у нас есть такая возможность. Следующая буква И, extinguish. Естественно, после того, как мы обнаружили пожар, мы проинформировали всех, кого необходимо, попытались каким-то образом ограничить распространение пламени, огня. Нам нужно его потушить. Касательно типов или классов пожаров, есть две классификации. Одна представлена, видите, International Organization for Standardization, Международной организации по стандартизации, ISO стандарт 3941, и еще одна National Fire Protection Association. Итак, классов пожаров, согласно этой классификации, есть 5. Первая организация ISO говорит, что есть пожары классы А, Б, С, Д, Ф, а вторая говорит, что есть А, Б, С, Д и К. F и К – это один и тот же класс пожаров, это мы рассмотрим дальше. Итак, наши классы пожаров и чем их тушить. Класс А – пожары обычных твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением. Например, это древесина, уголь, картон, ткани, резина, мусор, пластмасса и так далее. Для тушения рекомендуются все виды огнетушащих средств, огнетушителей, прежде всего вода. Пожары класса Б – это пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ, нефтепродуктов, парафинов, стеаринов, лаков, красок, растворителей, спиртов и так далее. Рекомендуемые средства тушения – все виды пен и порошки. Следующий класс – пожары класса С. Это пожары газов, метана, пропана, ацетилена, газообразных углеродов и так далее. Рекомендуемые средства тушения – газовые составы, инертные разбавители, галогеноуглеродные, порошки и вода может использоваться для охлаждения. Класс D – пожары металлов и их сплавов – натрия, калия, лития, магния, титана, циркония и так далее. Рекомендуемые средства тушения – углекислота, хлорид натрия, сухой песок, специальные порошки. Класс F или класс K, в зависимости от стандартизации, тип пожара один и тот же. Это возгорание на камбузе, пищевые масла и жиры. Рекомендуемые средства тушения – это wet chemical substances, наши жидкие химические вещества, и кошма или fire blanket. Смотрите, касательно электричества, электрооборудования, нет отдельного выделенного класса для этого. Некоторые называют его класс Е, electrical, да, но на самом деле класса не придумано для него. Этот пожар может входить как в класс А, Б, С и Д.
То есть из любого класса можно перейти вот к горению электрооборудования. Для тушения электрооборудования, которое находится под напряжением до 1000 вольт, мы используем переносные углекислотные или порошковые огнетушители. А свыше 1000 вольт передвижные огнетушители, которые в основном мы можем найти в машинном отделении. И теперь давайте рассмотрим с вами, что нам нужно делать для предотвращения пожара, чтобы не было такого случая, как вот здесь показан на слайде. Рассмотрим книжные варианты, что говорят об этом нам международные конвенции. Для предотвращения пожаров и взрывов должны выполняться следующие функциональные требования. Первое. Должны быть предусмотрены средства для контроля утечек легковоспламеняющихся жидкостей. Второе. Должно быть предусмотрены средства для ограничения скопления горючих газов. Воспламеняемость горючих материалов должна быть ограничена, источники воспламенения должны быть ограничены и также должны быть отделены от горючих материалов и легковоспламеняющихся жидкостей. Также атмосфера в грузовых танках должна поддерживаться вне взрывоопасного диапазона. Это был книжный вариант. Что делается на самом деле на судах? На судах проводятся фаер-раунды. Вот, после каждой вахты ночью, начиная с 18 часов, от захода солнца до восхода солнца, вот, проходит матрос, проверяет все помещения в настройке, прачечные и так далее, и так далее. На камбус заходит, что вдруг кто-то где-то что-то оставил, или что-то там возгорелось, или кто-то стирал, к примеру, белье ночью, и что-то там произошло с машинкой. В общем, все эти моменты он проходит, рассматривает и докладывает на мостик, соответственно. Вот, машинная вахта тоже ведется. Вот, фаер-раунды и сейфти-раунды по машине делает вахтенный механик, может брать с собой моториста, который на вахте. В общем, это что касается машинного отделения. Ну и с нашей стороны, что необходимо делать, максимально придерживаться safety culture, то есть не оставлять, например, какую-то промасленную ветошь возле механизмов, к примеру, в машинном отделении, где может быть искра, вот, и что потом оно загорится и так далее, и так далее. Ну а с нашей стороны, если мы что-то заметили, обязательно нужно информировать, вот, постараться, если это возможно, может в самой начальной стадии можем и сами потушить, потому что везде по судну есть огнетушители, вот, ближайшие, даже прямо если возле вашего места возгорания нет, естественно, есть и рядом, и необходимо знать ваш, естественно, фаер-план, где у вас находятся те или иные огнетушители. Но если это, например, кампусный департамент, Мэсман вышел выбросить food waste за борт, и что-то увидел на палубе, то вряд ли он знает, где находится тот или иной огнетушитель. Но, по крайней мере, он может проинформировать, и это тоже очень важно. Нужно очень быстро реагировать на все эти вещи. И в заключение хочу сказать о пожарном треугольнике, то, что мы говорили в начале, что если одну из сторон мы сможем убрать этого пожарного треугольника, это топливо, кислород, тепло, или если есть цепная химическая реакция, поддерживающая горение, вот если это все мы прерываем, одну из этих вещей, тогда пожар больше продолжаться не будет. Смотрите, также есть starvation, это голодание пожарное, то есть при удалении топлива из огня, естественно, оно поддерживаться горение больше не будет. Что нам нужно делать для этого? Убрать горючее вещество, если это возможно. Например, закрыть топливные клапана. Если идет подача топлива, вы видите какое-то оборудование, естественно, нужно прекратить это, чтобы дальше это не поддерживалось. И если это, к примеру, горит контейнер на палубе, то необходимо маневрировать судно так, чтобы огонь не перекинулся, то есть ветер не раздул его и не перекинулся на другой контейнер. Smothering или удушение. Это достигается за счет уменьшения кислорода окружающего огонь. Например, небольшое помещение, и вы используете углекислотный огнетушитель для того, чтобы потушить этот пожар. Соответственно, кислорода в помещении становится меньше, и пожар затухает. Кулинг, охлаждение, для снижения температуры горящего вещества ниже температуры его воспламенения. Обычно это достигается применением воды, распыляющей воды, либо поток струи воды. Но смысл такой, что вы направляете вот эту воду на соседние, например, если это горит, опять же, контейнер на палубе, вы направляете его на соседний контейнер, чтобы охладить его, чтобы тот тоже не загорелся. Ну, для этого необходимо вам иметь несколько пожарных рукавов вооруженных, чтобы один на очаг пожара, один на соседний, чтобы он охлаждал, то есть кулинг такой эффект. На сегодня у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.